Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, воздушные и теплые пинетки для малышей. Вяжутся они очень легко, но смотрятся красиво и интересно. Для вязания данных пинеток я буду использовать пряжу Alize Baby Best. Это у нас идет по составу 90% акрил и 10% бамбук. Пряжа идет очень мягкая, абсолютно не скрипит и отлично подойдет для деток. Метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Если вы будете использовать какую-то другую пряжу, то я в процессе вязания буду говорить вам, сколько сантиметров я провязала каждую деталь, так, чтобы вы смогли связать данные пинетки абсолютно из любой пряжи. В мастер-классе данные пинетки я вяжу вот на длину ступни где-то примерно 10-11 сантиметров. С учетом того, что данные пинетки идут у нас на завязочках и они фиксируются у нас на ножке, то можно сказать, что данная вот модель пинеток смело подойдет на возраст с рождения до 9 где-то месяцев. Если, к примеру, нужны такие пинетки на большую ножку по размеру, то тогда нужно будет просто набрать там на несколько петель больше. Для вязания вот таких вот пинеток нам нужно будет вместе с вами сейчас связать вот такую вот заготовочку. То есть здесь мы наберем определенное количество петель и провяжем небольшой участок платочной вязкой. Это будет идти наша подошва. Дальше мы вывяжем вот эту деталь английской резинкой. Вот она у нас идет. Это будет идти наш подъем и наш мысок. Вот он у нас будет идти. Дальше мы вывяжем опять несколько рядов платочной вязкой, сделаем дырочки, отверстия под наши завязки и свяжем верхнюю часть этой пинетки. Верхнюю часть пинетки, здесь этот размер вы можете регулировать самостоятельно. То есть если вы хотите, чтобы данные пинеточки были повыше, более высоко сидели вот здесь вот на ножке, то можно самостоятельно связать то количество рядов, которые вас бы устраивало. Здесь идет такой средний достаточно размер, они не идут сильно короткие, но при этом и не сильно высокие. Вот эти размеры в мастер-классе я вам говорю, а давайте сразу сейчас в начале видео измерим еще вот эту высоту, так как в процессе вязания этот размер я вам не называю. То есть смотрите, если вот этот размер от дырочек, то есть я буду от середины дырочек измерять и до верха, то этот размер у нас получается вот 5 сантиметров. Здесь вот эта высота нашей английской резинки провязана, ну вот примерно около 3 сантиметров. И общая высота вот этой моей детали получается где-то примерно, ну вот около 13 сантиметров общая высота детали. И вот этот замер давайте сразу тоже сделаем. Ну вот этот размер получается где-то примерно 17 сантиметров. Это вот верхний наш манжетик, там где идет. Но это идет английская резинка, и она очень-очень хорошо тянется. Все остальные вот эти замеры я вам называю в процессе вязания так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество набранных петель, но и на количество сантиметров, которые у нас должна получиться наша деталь. Вязать данные пинетки мы с вами будем на двух вот чулочных спицах. Диаметр спицы 3 мм. После того, как мы свяжем с вами вот эту заготовку, нам останется только сшить нашу пинетку. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные пинеточки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр 3 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 46 петель. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я вяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше опять все петли я провязывать буду лицевыми. Второй ряд я довязала до конца, и в конце последнюю кромочную петлю я также буду провязывать изнаночной петлей.
И на протяжении всего вязания в конце ряда все кромочные петли я буду провязывать изнаночными. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. И сейчас буду приступать к вязанию третьего ряда. В третьем лицевом ряду я также первую кромочную петлю снимаю. И дальше все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Таким образом мы должны сейчас провязать полотно 10 рядов. Или чтобы у нас было вот 5 платочных дорожек. Одна платочная дорожка у нас уже есть. И мы с вами сейчас вяжем третий ряд. Поэтому вот с 3 по 10 ряд включительно вяжем полотно самостоятельно, провязывая все петли лицевыми. Итак, вот я провязала эту нашу заготовку 10 рядов или 5 платочных дорожек. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь давайте измерим, сколько она у нас получилась в сантиметрах. Так, смотрите, высота у нас получается вот 2,5 сантиметра. И ширина у нас получается вот ровно 20 сантиметров. Эта деталь будет являться нашей подошвой. Теперь мы приступаем к вязанию нашего основного узора. Он у нас называется английская резинка. Вязание я держу лицевой стороной к себе. И здесь первую кромочную петлю я снимаю. И дальше вяжу одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. То есть я сейчас вяжу обычную резинку 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная петля. В конце ряда здесь также последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и дальше смотрим. Вот идет по рисунку лицевая петля. Лицевые петли мы всегда будем сейчас провязывать из петли предыдущего ряда. Поэтому спицу я вставляю не вот сюда, а на один ряд ниже. То есть в эту дырочку я вставляю спицу и провязываю эту петлю лицевой. И петли с левой спицы я снимаю. Изнаночные мы провязываем обычным способом. То есть вот изнаночная и лицевая вот мы провязываем на ряд ниже из петли предыдущего ряда. Лицевая, изнаночная, вот лицевая, изнаночная и вот лицевая. На ряд ниже опускаемся вот. И провязываем эту петлю лицевой. Таким образом довязываем этот ряд сейчас до конца. Последнюю петлю в конце ряда здесь я также буду провязывать изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Это мы с вами провязали 2 ряда нашей резинки. Приступаем к вязанию третьего ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше опять все лицевые петли мы будем провязывать вот из петли предыдущего ряда. То есть вот опускаемся на один ряд вниз, вот эта дырочка, вставляем туда спицу и провязываем эту петлю. Дальше у нас идет изнаночная петля. Лицевая, вот на ряд ниже мы провязываем ее лицевой петлей. Дальше идет изнаночная петля. И здесь также в конце ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше опять вот наша лицевая петля мы вставляем не сюда, а вот на ряд ниже и провязываем эту петлю лицевой. Изнаночную мы провязываем обычно, а лицевую мы провязываем вот из петли предыдущего ряда. Изнаночная, лицевая. Это мы сейчас с вами вяжем четвертый ряд. А таких рядов мы сейчас с вами должны провязать 18. Поэтому вот сейчас вяжем это наше полотно. Все лицевые петли и в лицевых, и в изнаночных рядах мы будем провязывать из петли предыдущего ряда, а изнаночную мы провязываем вот обычным способом. Сейчас я провяжу 18 рядов и измерю нашу деталь в сантиметрах, так, чтобы вы могли ориентироваться, сколько наша заготовка должна быть не только в количестве вот провязанных рядов, но и в количестве нужных нам сантиметров. Итак, вот я провязала вот этот участок с английской резинкой. Давайте теперь измерим высоту. Так, и высота у нас получается вот ровно 4,5 сантиметра. Это вот тот участок, где у нас идет английская резинка, так?
И общая высота, соответственно, у нас сейчас получается, ну вот, ровно 7 сантиметров общая высота нашей этой заготовки. После того, как мы связали вот эту нашу заготовку, мы теперь должны наши петли разделить. То есть у нас будут идти две боковых части с одной и со второй стороны и центральная часть, где мы сейчас будем убавлять наши петли. Значит, напоминаю, на спице мы набирали вместе с вами 46 петель. Теперь получается, на центральную часть я отдаю 20 петель, остальные петли делю на две боковые части. То есть у нас остается 26 петель, и эти 26 я делю на две боковые части. Это получается, каждая из этих боковых частей у меня будет состоять из 13 петель. Поэтому вязание я держу лицевой стороной вверх, вот она у меня идет, и приступаю к вязанию. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать лицевыми обычным способом. Лицевую я сейчас вяжу обычно из вот нашей верхней петли. То есть вот одна кромочная петля, дальше вот вторая наша петля лицевая, третья, четвертая. Итак, вот я провязала 13 петель. Теперь у меня идет вот как раз таки 20 петель, это петли центральной части. Теперь сейчас я эти петли буду провязывать по 2 вместе. Так как у нас здесь идет 20 петель, то есть соответственно мы должны провязать 10 раз по 2 петли вместе. Вот мы считаем, вот 2 петли вместе лицевыми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот мы провязали в центре 10 раз по 2 петли вместе. И здесь у нас также должно остаться 13 петель. Поэтому эти 13 петель мы просто провязываем лицевыми петлями по одной. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Второй ряд я закончила вязать, приступаю к вязанию третьего ряда. В третьем ряду первую кромочную петлю я снимаю, это наша первая петля, и дальше провязываем петли лицевыми, так чтобы у нас на правой спице было 16 провязанных петель лицевых. То есть у нас вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. То есть вот у меня на правой спице я провязала 16 лицевых петель. После того, как мы провязали 16 вот петель на правую спицу, мы сейчас, вот наша центральная часть, должны здесь 2 раза провязать по 2 петли вместе. То есть вот смотрите, 1 и 2. И здесь у нас также остается 16 петель. И эти петли мы провязываем также просто лицевыми до конца этого ряда. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Четвертый изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли до конца этого ряда я буду провязывать лицевыми петлями. Вот мы провязали 4 ряда, и вот с лицевой стороны у меня получилось после нашей английской резинки 2 платочные дорожки. Теперь на этом этапе мы будем делать отверстия под наши завязочки. Поэтому приступаем к вязанию 5-го ряда, и сейчас будем делать наше отверстие. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я провязываю вот после нашей кромочной первую и вторую петлю 2 вместе лицевой петлей. Дальше делаю накид. Вот я делаю от себя. Опять 2 петли вместе лицевой, накид. 2 петли вместе, накид. 2 петли вместе, накид. Таким образом довязываем этот ряд до конца. Сначала мы провязываем вот 2 петли вместе, после чего делаем накид. И вот я довязала практически до конца. Вот я делаю накид, провязываю вот 2 петли вместе.
в конце этого ряда. И закончить мы должны вязание, сделав накид, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать лицевыми. Наши накиды я буду провязывать вот за переднюю длинную стеночку лицевой петлей, так, чтобы образовывались как раз таки вот эти наши дырочки. Вот наш накид. Сзади идет короткая стенка, а спереди, перед работой, идет длинная стеночка. Вот я эту петлю провязываю лицевой петлей за длинную стеночку. Таким образом у нас получается дырочка. Это для наших завязочек. То есть довязываем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Вот мы с вами провязали 5-й и 6-й ряд. В 5-м мы сделали накиды, и в 6-м мы ряду эти накиды провязали вот за длинную стенку лицевой петлей, и у нас получились вот такие дырочки. Теперь 7-й лицевой и 8-й изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно, все петли просто лицевыми мы провяжем. Итак, вот мы с вами закончили вязать 8-й ряд, и у нас получается 2 платочные дорожки, далее отверстие для наших завязочек, и после чего идут опять 2 платочные дорожки. И сейчас мы будем приступать к вязанию верхней части нашей пинетки. Верхнюю часть нашей пинетки мы будем также вязать английской резинкой, поэтому здесь, смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, и дальше этот ряд я провязываю резинкой 1 на 1, то есть после кромочной 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Таким образом заканчиваем вязать наш первый ряд нашей верхней части пинетки. Первый ряд я провязала, вязание перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и далее вот точно так же, как мы здесь вязали, лицевые петли мы будем провязывать вот из петли предыдущего ряда, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая вот из петли предыдущего ряда, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это мы с вами сейчас вяжем второй ряд, а верхнюю часть нашей пинетки я буду вязать 12 рядов. То есть те лицевые петли мы будем вязать из петли предыдущего ряда. Изнаночные петли мы провязываем обычным способом. Таким образом вяжем верхнюю часть нашей пинетки 12 рядов. Итак, вот я провязала верхнюю часть пинетки английской резинкой, как я сказала, 12 рядов. Или, смотрите, можно еще это посчитать по вот этим вот лицевым петлям. То есть вот платочная дорожка, и дальше идут наши петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот этих вот петелек у нас равно 12 провязанным рядам. То же самое, что и вот здесь. Мы с вами вязали 18 рядов, или у нас получается, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых вот таких вот петелек. После того, как мы связали верхнюю часть, английской резинкой мы будем снова вязать небольшой участок платочной вязкой. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я вяжу лицевыми. Таким образом, провязывая вот сейчас все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, я сейчас должна провязать 5 рядов лицевыми петлями. Итак, вот после нашей английской резинки я провязала 5 рядов лицевыми петлями, и у меня получилось вот с лицевой стороны 2 платочные дорожки, и вот я еще провязала лицевой ряд. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы сейчас с вами будем запускать наши петли. Закрывать наши петли я буду с помощью накидов. Смотрите, первую кромочную петлю я снимаю, далее делаю накид вот от себя, провязываю 1 петлю лицевую, и потом на эту провязанную петлю я сначала вот надеваю накид и спускаю, а затем вот надеваю и спускаю нашу первую снятую петлю. Опять на спице у меня 1 петля, делаю накид, провязываю 1 петлю, дальше на провязанную петлю вот одеваю и спускаю сначала накид, а затем петлю, которая у нас была на спице. И снова у нас на спице 1 петля, накид, 1 лицевая
и накидываем и спускаем сначала накид, а затем петлю. Таким образом мы закрываем этот край, вот все петельки до конца этого ряда. И вот осталась у меня последняя петелька. Ниточку от моточка здесь я обрезала с тем учетом, чтобы этой ниточки нам хватило сшить заднюю часть нашей пинетки. Далее нашу петельку я вытаскиваю эту подлиннее, и теперь в эту нашу петельку я продеваю вот эту ниточку от моточка, которую я обрезала, и петельку аккуратно затягиваем. После того, как мы закрыли петли, кончик, который мы оборвали от моточка, мы одеваем в иголку с большим ушком. И теперь нам осталось только сшить нашу пинетку. Пинетку я буду сшивать по лицевой стороне, поэтому вот я ее складываю пополам, и вот идет наш задний шов. Вот идет моя рабочая ниточка. Смотрите, там, где у нас вот здесь и вот здесь идут участки с платочной вязкой, иголку здесь в этих местах я буду вставлять в первую петлю от нашей платочной дорожки, то есть не в кромочную, а в первую петлю. То есть вот идет первая петля, и я вставляю иголку справа налево с этой стороны, а затем с этой стороны вот идет следующая платочная дорожка, я вставляю иголку справа налево. Здесь платочная дорожка я вставляю справа налево, то есть поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой стороны, и здесь. А дальше у нас идет вот эта наша английская резинка. Смотрите, у нас получается, что с одной стороны у нас здесь идет кромочная петля, и вот здесь у нас шла изнаночная петля, а здесь у нас с другой стороны получается кромочная и лицевая петля. Вставлять иголку я также буду справа налево, не в кромочную петлю, а в первую вот эту петлю после кромочной. Там, где у нас будет идти изнаночная гладь, я буду вставлять вот в наши вот эти промежутки, то есть между кромочной и лицевой. Вот я вставляю иголку справа налево с лицевой стороны, сначала вот с одной стороны, а здесь у нас идет лицевая петля. Я буду вставлять иголку также справа налево вот в нашу лицевую петлю, то есть вот галочка, и вот середина, в серединку справа налево, и иголочку вытаскиваю в изнаночную. Вот я вставляю справа налево. И затем вот здесь в лицевую, справа налево, в изнаночную справа налево и в лицевую вот здесь вот справа налево. Таким образом мы сшиваем вот этот наш шов. Здесь мы сошьем вот именно наши платочные дорожки. Дальше здесь у нас будет опять английская резинка. Мы сшиваем вот точно таким же образом, как я показала. А дальше у нас идет платочная дорожка. Но мы сейчас самостоятельно сошьем до нашей платочной дорожки. То есть английскую резинку, среднюю платочную дорожку и вот эту английскую резинку. Итак, вот я прошила наш задний шов. Вот таким образом он у нас выглядит. Я прошила до вот этих наших платочных дорожек. Теперь я этот шов потяну, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. И смотрите, вот этот участок, где у нас начинается наша платочная дорожка, вот здесь и вот здесь, это будет идти наша ступня. Там, где у нас идет наша ступня, я буду прошивать вот именно этот край за кромочные петли. Иголку поочередно я буду вставлять сначала с одной стороны, затем с другой стороны, с изнаночной стороны на лицевую, вот именно за кромочные петли. И шов я также продолжаю делать вот именно с лицевой стороны. То есть за кромочные петли я вставляю нашу иголочку с изнанки на лицо поочередно. Сначала с одной, а затем с другой стороны. То есть это я прошила заднюю часть нашей пинетки. И теперь вот этот шов я также буду делать. Вот вставлять иголку с изнанки на лицо с этой стороны. И затем вот с этой стороны я буду вставлять иголку с изнанки на лицо в кромочные наши петли. Итак, вот я прошила нашу подошву. Теперь иголку вставляю вот в серединку, там, где я закончила наш шов. И ниточку с иголкой я вывожу на изнаночную сторону. Дальше с изнаночной стороны прячем все кончики. И вот такие пинетки у нас сейчас с вами получились. Теперь нам осталось только сделать завязочки. По поводу завязок, смотрите, я вам сейчас предложу несколько вариантов на выбор, а вы для себя выберите то, что вам больше нравится. Вариант первый и самый простой, это можно сюда сейчас продеть обычную тонкую атласную ленту любого цвета. Если, к примеру, нет ленточки и этот вариант вам не нравится, можно будет сплести вот такой вот шнурок.
подробный мастер-класс, как сплести вот именно такого плана шнурок, есть у меня на канале. И сейчас здесь выскочит ссылочка на этот мастер-класс. Также ссылка будет еще ниже в инфобоксе, где вы сможете перейти и вот сделать вот такой вот плетеный шнур. Его можно делать однотонным, можно делать цветным, то есть вот из той же пряжи, из которой мы вязали и наши пинетки. Конкретно для этих пинеток вот здесь я плела вот такой шнур айкорд, но я его плела не на спицах, а на вот таком приспособлении. Я в Китае его заказывала. Мельница, наверное, называется она. Специально для плетения вот таких вот шнуров айкорд. Также этот шнур айкорд можно связать и на спицах. Тоже получится хороший и достойный вариант. Какой длины нужна завязка для пинеток, я сейчас на экране подпишу. Без разницы, что это будет: лента, плетеная такая завязка, связанный шнур спицами или на мельнице. Поэтому, друзья, выбирайте любой вариант, который вам больше нравится и больше подходит, и сюда самостоятельно делайте те завязки, которые вам больше нравятся. Ну а мы сейчас с вами будем прощаться. Надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх этому видео. Ну а мы с вами обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!